Всем привет! Меня зовут Елена. Сегодня я предлагаю вам связать вот такую сумочку из рафии. Так вот она шелестит. С бахромой. Небольшой обзор на нее. Я ее сделала небольшого размера, поскольку у меня было ограниченное количество материала. Поэтому она вот в таком сложном виде получается по верху 34 сантиметра. Высота до бахромы 16, с бахромой 21. Бахрома может быть выше, может быть еще короче. Так, донышко практически квадратное, ну, приблизительно 16, да, на 16 квадратное. Внутри замочек, кнопка и укрепленные ручки. Это по желанию. Можно без застежки, можно не укреплять. Просто пришить ручки. Это я объясняю в уроке. Перед тем, как мы приступим, я расскажу немножко о самой конструкции сумки. Изначально лучше всего построить выкройку. Мой размер был 14 сантиметров на 14 сантиметров. И вот такой вот маленький еще здесь квадратик, который идет на дно со сторонами 7, 7, 7, 7. Я провязала свою высоту. Закончила сумочку, но вы можете сделать ее выше. Основа у нас остается 14 сантиметров ширина. Но высота сумки, вот у нас ширина сумочки, а высота сумки здесь. И, соответственно, если вы хотите ее сделать повыше, добавляем необходимое количество здесь сантиметров. Просчитывайте, сколько это будет в рядах. Это не швейное изделие, поэтому четко угадать в размеры выкройки довольно тяжело, поскольку еще и вязание идет у нас вот такими диагоналями. Поэтому плюс-минус просто желаемая высота. Вы ориентируетесь. Если хотите глубже сумочку, добавляете здесь ряды, просто продолжаете дальше вязать, как в мастер-классе указано. И завершаете уже последние ряды на той высоте, на которой вы хотите остановиться. Ну вот изначально я для себя вырезала вот такие вот детали, искала, как лучше узор сделать. То есть вот 4 одинаковые детали у вас должны получиться. Потом, соответственно, они сшиваются по донышку. Вот таким вот образом. И далее соединяются вместе боковые стороны. Вот. Оригинал сумочки, который я взяла за идею, сшит, насколько я могу это видеть, из таких деталей. То есть донышко в виде треугольничка, и это вот таким вот образом соединяется и поднимаются вверх стеночки. Но сам расчет петель, добавок, убавок мне настолько не понравился. Я не попадала в угол. Мне хотелось, чтобы более ровный угол был, а не получалось. Поэтому я оставила эту затею и сделала более такие прямоугольные варианты, где легче рассчитать убавки и прибавки. Но вы можете выбрать и другой вариант. Плюс этот оригинал я покажу на фотографии. Мне не понравилась идея тем, сейчас я возьму сумочку, что у нас донышко получается из квадратов сформировано четко, довольно красиво. А в оригинале здесь идет вот уголком вот такой провал. И то есть сумка получается такой мешковидной формы. Все, что упадет на дно, все будет проваливаться и обвисать, поскольку нет вот этих вот выраженных краев дна, нету этой четкой формы. А это я попробовала. Можно наполнить. Отлично держит форму. Вообще вариант очень хороший летней пляжной сумки. Но, соответственно, размер нужно очень хорошо увеличивать. То есть можно в 2 раза увеличивать маленький квадратик донышка. Соответственно, увеличатся и стеночки по ширине. И высоту идти наверх как можно больше, чтобы больше вместилось. Ну, я сделала маленький вариант сумочки, более такой городской.
Для сумочки нам понадобится рафия. У меня ушло где-то 310-320 метров. Соответственно, продумайте больший размер сумки. Приблизительно в 2 раза больше идет материала. Чем больше материала будет, тем легче вам рассчитывать уже размер ее, особенно когда вы пойдете в высоту вязать стенок. Крючок 3,5, троечку я использую, можно 3,5, ножницы и наша выкройка. Мастер-класс идет пошаговый, поэтому просто можно следить за тем, как я вяжу, можно понять принцип и, соответственно, самостоятельно уже делать добавки, убавки, регулировать. Каждый раз, когда мы вяжем стеночки, не забывайте прикладывать деталь к нашей выкройке и следить, чтобы все поднималось ровно. Можно не четко следовать моим расчетам. Где-то, если вы видите, что ушел ряд в сторону куда-то или наоборот потянуло внутрь, значит, распустите, вернитесь на ряд назад и добавьте в том месте, где у вас тянет, или в том месте, где совсем развернулось, значит, уберите один столбик. Но помним, что рафия очень хорошо себя под паром ведет, она замечательная, эластичная, такая гибкая, подвижная ниточка, поэтому мы можем при отпаривании буквально, моментально, сразу же, когда еще теплое изделие, выложить все уголочки, выровнять все ряды так, как нам нужно, почти под линеечку. Поэтому не переживайте, изначально будет все криво, косо, торчать будет непонятно, но в конце все можно исправить отпариванием. Можно на начальных этапах одну деталь сделали, отпарили, посмотрели, как, что, где отрегулировать. Неровности какие-то поверху закрыть обвязкой, закрыть бахромой. Бахрому можно пустить вниз, но тогда нужно смотреть, как крепить ручки. Поэтому приступим к вязанию. Первую петлю делаем. Я ее не считаю. И набираем цепочку из 14 воздушных петель. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. И 2 петли подъема. Итого мы набрали 16 воздушных петель. Петли подъема за столбик не считаем. И в 3-ю петлю провязываем столбик с накидом. Итак, до конца в каждую петлю столбик с одним накидом. Довязали до конца, проверяем. Петли подъема не считаем. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, 11, 12, 13, 14. Одна петля подъема. Развернули. Первая это у нас петля подъема. Во вторую петлю провязываем соединительный столбик. Так, смотрим. Вот наш последний столбик. Верхушку провязываем последний соединительный столбик. И петли подъема развернули. Теперь следующий ряд я буду вязать полустолбиком с накидом. Накид. Снова вводим крючок за столбик соединительный. Вытянули. И все 3 петли на крючке провязали. Итак, мы провязываем полустолбики с одним накидом. Идем так до конца ряда. 14 полустолбиков с накидом. Мы провязали ряд полустолбиков с накидом. 1 петля подъема. Так всего мы должны провязать 14 рядов. И дальше я буду показывать более подробно, буквально каждый ряд, поскольку у нас дальше будут идти
прибавки и убавки для формирования нашего узора и детали сумки. Узор будет идти по диагонали, а сумка будет идти ровно. Поэтому будем вязать вместе. Итак, я провязала 14 рядов. 14 ряд у нас соединительные столбики. 2 петли подъема. И переходим к нашему диагональному узору. В первую же петлю продолжаем, как обычно, соединительный столбик вязать. Провязываем 4 полустолбика с накидом. 1, 2, 3 и 4. 2 петли пропускаем в третий это соединительный столбик наш сзади, провязываем соединительную петлю. Четвертую петлю провязываем еще один соединительный столбик. 1 воздушная петля подъема, переворачиваем и обратно провязываем 5 соединительных столбиков. 1, 2, 3, 4 и последний столбик, 5. 2 воздушные петли подъема. В одну петлю, в первую, провязываем 2 полустолбика с одним накидом. 1, 2. Далее каждый столбик соединительный провязываем по одному столбику, полустолбику с накидом. 1, 2, 3, 4. И вот здесь у нас была воздушная петля. Я также захватываю эту петлю, не пропуская. Вот под воздушную петлю вставляю крючок. Провязываю 5 полустолбик с накидом. Что у нас получается? Далее пропускаем снова 2 петли. В третью вяжем соединительный столбик. Четвертую петлю также провязываем соединительный столбик, воздушная петля, разворачиваем и обратно провязываем 9 соединительных столбиков. Столбик вяжем соединительные петли. Так, что-то я здесь зацепила. Девять столбиков соединительных, 2 петли подъема. Снова продолжаем вязать нашу диагональ. В одну петлю вяжем 2 полустолбика с накидом. 1, 2. Дальше вяжем 8 полустолбиков с накидом. 1, 2, 7, 8. Вот у нас
8 идет наш первый соединительный столбик. И у нас здесь еще остается петля подъема. Мы и туда захватываем, просто провязываем 3 столбика с накидом. Далее одну петлю пропускаем, в 2 следующие вяжем соединительные столбики. Воздушная петля, возвращаемся обратно, вяжем 14 соединительных столбиков. Я немножко подтяну здесь линию, провяжу 14, 13, 14. Вот видите, у нас выровнялась наша диагональ. Снова в первую петлю вяжем 2 полустолбика с накидом. Далее 13 полустолбиков с накидом. 1, 2, 3, 11, 12 и 13. Так, последний 13. Захватываем вот здесь воздушную петлю и провязываем 3 полустолбика с накидом. Еще раз. Вот она. Слишком много завернула. Захватила. Так. 3 полустолбика с накидом. Пропускаем одну петлю. Вот у нас последний столбик остается. Вяжем соединительный столбик, воздушная петля, провязываем обратно 19 соединительных столбиков. Сразу же первый же столбик или верхушку столбика провязываем соединительный. Второй, третий, четвертый и 19. Все ровно провязали 2 петли подъема, развернули. Дальше у нас продолжается, уже в сторону будем продолжать вязание без изменений. В начале 2 полустолбика с накидом в первую петлю. Дальше в каждый столбик соединительный вяжем 17 полустолбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Так, провязан 16 столбик. У нас еще 17 нужно провязать. И остается 1 петля. Куда мы провязываем 3 полустолбика с накидом. 1, 2, 3. Далее, чтобы более выровнять вот эту вот линию,
я предлагаю провязать вот сюда. Вяжем в этот ряд основания нашего столбик с одним накидом. Воздушная петля. Далее обратно мы провязываем соединительные столбики. Итак, 23 соединительных столбика провязали, 2 петли подъема. В одну петлю продолжаем делать 2 полустолбика с накидом. Далее вяжем 20 полустолбиков с накидом в каждую петлю по одному столбику. 1, 2, 3, 4, 5. Так, 20 столбиков. Провязали 20 полустолбиков с накидом. У нас еще осталось 2 петли. В одну мы вяжем 3 полустолбика с накидом. 1, 2, 3. Последнюю петлю делаем накид. 1 полустолбик с накидом и 1 столбик с накидом. Итак, воздушная петля у нас провязана. Обратно мы провязываем 27 столбиков соединительных. 1, 2, 3, 4, 2 петли подъема. Как обычно, в первый столбик или петлю вяжем 2 полустолбика с накидом. Далее мы вяжем 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, до конца 24 столбика. 24 столбика провязали, 2 последних до петли осталось. В предпоследний вяжем 3 полустолбика с накидом. Последнюю петлю 1 полустолбик с накидом, 1 столбик с накидом. Воздушная петля. И в обратную сторону провязываем 31 соединительный столбик. 1, 2, 3, 4, 31 столбик провязали, 2 петли подъема. В первую петлю 2 полустолбика с накидом. Далее мы провязываем 28 полустолбиков с накидом. 1, 28 столбиков провязано, 2 последние петли остались. Повторяем. 3 полустолбика с накидом в одну петлю, 2, 3, 1 полустолбик в следующую петлю и 1 столбик с накидом сюда же. Воздушная петля подъема, поворачиваем, обратно провязываем 35 соединительных столбиков. 35 соединительных столбиков провязано, 2 воздушные петли. Снова делаем 2 полустолбика в одну петлю. И дальше провязываем
32 полустолбика с накидом. 32 столбика провязали. Следующую петлю вяжем. Снова 3 добавки. И следующую, последнюю петлю вот, вяжем 1 полустолбик с накидом и 1 столбик с накидом. Ряд завершили. Петля подъема. Обратно провязываем 38 соединительных столбиков. Снова 2 подъемные петли. 2 полустолбика в одну петлю. И дальше мы вяжем 35 полустолбиков с накидом. Не довязывая 2 последние петли. Снова в предпоследнюю петлю делаем прибавку 3 полустолбика в одну петлю, последнюю 1 полустолбик и 1 столбик с накидом. Завершили ряд. В следующем ряду мы уже сюда провязывать не будем. Вот так вот будет идти наше соединение. Одинаковая длина. Возвращаемся в обратную сторону, провязывая соединительные столбики в каждую петлю. Провязываем нашу прибавку с 2 полустолбиков и провязываем наши столбики до конца ряда. И здесь мы уже будем делать не прибавки, а убавки, поэтому оставляем 1, 2, 3 петли, не провязываем. Провязываем 38 полустолбиков и далее делаем убавку. Довязали до конца. У нас осталось 3 петли. Первые 2 мы делаем убавку. Накид, вытянули рабочую ниточку, следующую петлю вставили крючок, снова вытянули, на крючке 4 петли. Провязываем, не обращаем внимания, материал сыпется немножко. Провязываем все 4 петли. И получилась у нас убавочка. И такую кромочную делаем петлю, вернее кромочный столбик с одним накидом. Воздушная петля подъема, первая, вторая, в третью петлю мы вставляем крючок, то есть за нашей убавочкой вставляем крючок и провязываем соединительный столбик. Я провязала 40 соединительных столбиков, 2 воздушные петли подъема. Снова провязываем первую петлю внимательно. Петля — это петля, откуда выходят у нас воздушные петли, не пропускаем их. Провязываем прибавку 2 полустолбика с накидом. И далее мы провязываем 37 полустолбиков, делаем убавку. 37 столбиков провязали. Следующие 2 петли делаем убавку. Вытянули рабочую нить. Следующую петлю вставили крючок, вытянули рабочую нить, провязали все 4 петли на крючке. Вот у нас здесь была петля подъема. Сюда мы вяжем высокий столбик с накидом.
воздушная петля. И снова сделаем в третью петлю столбик соединительный. 1, 2, 3. Как раз за убавкой. Следим, чтобы край был не затянут, а ровный. 39 соединительных столбиков я провязала. 2 воздушные петли. И мы переходим на следующий ряд. Первую петлю провязываем прибавку из 2 столбиков. Дальше мы вяжем 37 полустолбиков с накидом. Сейчас подойдем чуть ближе к нашему краю. Я покажу, как мы делаем убавку и кромочный столбик с одним накидом. 37 столбиков провязали. Делаем убавку. Вот один столбик, вот у нас еще тут зажался. Убавляем. Далее мы в наши воздушные петли над столбиком с убавками вставляем крючок, вытягиваем и делаем убавку. Вот она, убавка над убавкой. Ну, у нас уже не осталось ни одной петли в конце, только наш столбик с одним накидом, такой слегка изогнутый. И давайте выровняем эту линию. Накид. Попробуем где-то верхушку. Сейчас посмотрим, насколько это будет красиво выглядеть. Провяжем столбик с накидом. Воздушная петля, поворот. 1, 2, 3 в третью петлю провязываем соединительный столбик. Сейчас проверим, не затянут ли наш край. Вот, все хорошо легло. И далее мы возвращаемся обратно. Внимание, вот эти 2 последние петли, вот эти, мы не провязываем столбиками соединительными, оставляем не провязанными. Это наша верхушка нашего изделия. Нам сейчас нужно выровнять эту сторону, а здесь, соответственно, пойти по прямой. 37 соединительных столбиков мы провязали, 1 воздушная петля, и переходим на следующий ряд. В следующую, вторую петлю провязываем соединительный столбик, следующий столбик, петлю провязываем столбик без накида, и далее делаем убавку. Ввели крючок, вытянули нить, следующую петлю ввели крючок, вытянули нить, протянули через все 4 петли на крючке. Далее провязываем 30 полустолбиков с накидом, провяжем 31 и убавка, последний, воздушная петля. Так, можно даже так оставить. Здесь мы уже не пропускаем никакие 2 столбика, 2 петли, а вяжем сразу же в первую петлю столбик соединительный. Нет, ниточка закончилась, я взяла новую. И здесь мы уже вяжем 2 воздушные петли подъема. Переходим на следующий ряд. Провязали 2 воздушные петли подъема, пропускаем 1 петлю и следующую вяжем убавку. Вытянули ниточку, в следующую петлю вставили крючок, вытянули ниточку и все 4 петли на крючке провязали. Провяжем 26 полустолбиков
Если будет недостаточно, мы откорректируем это количество. Так, провязали 26 полустолбиков. Давайте попробуем сделать убавку в конце. У нас 3 петли осталось. И в последнюю кромочный столбик с накидом. Высокий делаем, не зажимаем. Проверяем. Так, воздушная петля. 1, 2. Во вторую петлю я провязываю соединительный столбик. Закончила я над нашей убавочкой. Здесь я делаю 2 воздушные петли, перехожу на следующий ряд. Мы снова пропускаем одну петлю и во вторую делаем убавку. Следующую петлю ставили, 4 петли на крючке, провязали вместе. Далее вяжем до конца по одному полустолбику с накидом. 22 столбика провязали. Здесь нам нужно сделать убавку. И вот снова нам не хватает этого кромочного столбика. Мы вершинку столбика предыдущего ряда провязываем этот столбик с одним накидом. Вот, выровняли наш край. Так, делаем воздушную петлю. Сделаем тоже во вторую петлю столбик соединительный. 2 воздушные петли, разворот и следующий ряд. 2 воздушные петли провязали, одну петлю пропускаем, делаем убавку. И провязываем 18 столбиков. Провязали 18 столбиков, делаем убавку. И в последнюю воздушную здесь петлю протискиваемся, делаем 1 столбик с накидом. Следим, чтобы край наш был ровный. Смотрим, снова во вторую петлю пойдем. «20 столбиков соединительных я провязала, 2 воздушные петли, переходим на следующий ряд. 2 воздушные петли, одну петлю пропускаем, делаем убавку. Далее мы провяжем 14 полустолбиков с накидом. Проверяем, чтобы ряд был ровный. Звук, к сожалению, пропал в этой части. В конце, после того, как я провязала 14 столбиков, делаю убавку из полустолбиков с накидом. И в последнюю петлю, верхушку, провязываю столбик с одним накидом. Проверяем, чтобы было все ровно. Воздушная петля подъема. Во вторую петлю провязываем соединительный столбик. И идем до конца ряда, провязывая 16 соединительных столбиков. 2 воздушные петли. Переходим на следующий ряд. Пропускаем одну петлю. Далее делаем убавку. И вяжем до конца. 10. Давайте сделаем убавку. Убавка.
вершинку, столбик с одним накидом, воздушная петля, во второй столбик предыдущего ряда соединительный столбик, 1, 2 и 12 нужно провязать. Две воздушные петли. Пропустили петлю. Убавка. Один, 2, 6. Сделаем убавку. И столбик с одним накидом. Воздушная петля подъема во вторую. Первый столбик, второй и 8. 2 воздушные петли. Повторяем, пропускаем, делаем убавку. Один столбик, второй столбик. Видите, посмотрим, как у нас. И последний убавка. И вершинку сделаем столбик с одним накидом. Вернемся снова соединительными столбиками к вершинке. Сделаем одну воздушную петлю. Здесь мы сделаем соединительный столбик. Далее мы сделаем убавочку из столбика без накида. Еще одна убавка, столбик без накида. По краю полустолбик. Подняли так край. Далее воздушная петля. Возвращаемся по краю, конец нашего края. Так, в произвольном виде мы провязали обратно по изнаночной стороне соединительные столбики, воздушную петлю сделали, и теперь по лицевой стороне можно сделать обвязку. Да, мы будем идти немножко ниже, чтобы у нас захватить вот эти вот рядочки, поэтому мы спускаемся чуть ниже. Просто захватываем, что у нас там захватывается. Тридцать один, 32, 33. Все, получилось 33. Теперь отпаивать нашу деталь.